Привет, друзья! Кто же из нас не любит путешествовать? В сегодняшнем выпуске я предлагаю вам вспомнить географию и немного попутешествовать, а также проверить, много ли вы знаете про разные страны. Если готовы, тогда приступим. В какой стране можно попробовать национальное блюдо назуки? Назуки – это грузинский сладкий хлеб из дрожжевого теста в форме полумесяца. Выпечка характерна для Тбилиси и восточных регионов Грузии, от Кахетии до Имеретии. В Армении похожее хлебобулочное изделие из слоеного теста называют назук. Назуки – такой же древний тип грузинского хлеба, как и лаваш, или как его называют местные пури. Сладкий хлеб пекут из аналогичного типа теста, только добавляют в него дополнительно сахар, корицу, гвоздику, изюм и цукаты. Изначально назуки готовили на Новый год и другие важные праздники, но сейчас эту выпечку в Грузии можно найти в продаже круглый год. В какой стране находится самый маленький город в мире, попавший в Книгу рекордов Гиннесса? Самый маленький город в мире, попавший в Книгу рекордов Гиннесса за свои размеры, притаился в Хорватии. Население городка еле-еле дотягивает до 20 человек. В этой группе людей имеется свой мэр, доктор, слуга порядка, пожарный и судья. Несмотря на свои размеры, Хум является центром туризма в Хорватии. В Хуме лишь две дороги, одна из них всегда идет наверх, сам городок расположился на высоте больше 300 метров. Сейчас Хум может гордиться собственным рестораном, двумя церквями, магазином и, естественно, кладбищем. Как и в других городках, местные жители тщательно блюдут свои традиции. Например, ежегодная церемония выбора мэра проходит весьма примечательно. Ее называют выборами дурака, так как среди жителей редко можно найти желающих занять столь почтенный пост из-за столь же почтенного возраста. В какой стране овец больше, чем жителей? Фолклендские острова – архипелаг в Атлантическом океане, фактически принадлежащий Великобритании. Название местность получила по Фолклендскому проходу, проливу, соединяющему два самых больших и главных острова архипелага. В середине 20 века территорию облюбовали разводчики овец. Причина – скалы, подходящие для роли пастбищ. Пастбища занимают 80% площади архипелага, а поголовье овец превышает 500 тысяч особей. Если сравнить с количеством людей, то получится, что на каждого человека приходится около 350 животных. Безусловно, это мировой рекорд. Какое государство выпустило монеты с изображениями Пикачу, Микки Мауса и Звездных войн? Ниуэ – государственное образование в Тихом океане, входящее в состав Королевской Новой Зеландии. Общая численность населения около 1500 человек, площадь суши приблизительно 262 квадратных километра. Официальная денежная единица в Ниуэ – новозеландский доллар, но монеты Ниуэ имеют номинал доллар Ниуэ. В связи с особенностями географического положения и климата экономика региона развита слабо. Основной статьей доходов бюджета Ниуэ становится выпуск и продажа коллекционных монет. Эмитент старается выпускать монеты, которые будут востребованы в мире. В результате появляются разнообразные коллекции. В одной из коллекций присутствуют монеты с изображениями Пикачу, Микки Мауса и Звездных войн. В какой стране календарь отстает на 7 лет от остального мира? Если большинство стран мира сегодня живет по григорианскому календарю, то Эфиопия пользуется своим собственным эфиопским календарем. В эфиопском календаре не 12, как в привычном нам григорианском, а 13 месяцев. В каждом месяце по 30 дней, кроме последнего 13-го месяца, в котором 5 или 6 дней,
в зависимости от того, высокосный год или нет. Также есть отличия по началу суток, которые обновляются не в полночь, а на рассвете. Летоисчисление в Эфиопии также отличается от большинства стран на 8 или 7,5 лет в зависимости от времени года. Вот, например, сейчас в Эфиопии 2014 год, который начался в сентябре. В какой стране запрещена одежда желтого цвета? Носить желтое, будь то обувь, шляпка, футболка, вечернее платье или даже комплект нижнего белья, незаконно в Малайзии. Желтый цвет считается цветом протестующих. Дело в том, что активисты, выступающие против фальсификации выборов, использовали его как символ борьбы, а также для того, чтобы распознавать единомышленников. Правительство в ответ на это издало запрет на ношение желтой одежды, в результате чего группа активистов оппозиции использует желтый еще охотнее, так как теперь это не просто символ протеста, но и знак неповиновения. В какой стране жевательная резинка запрещена законом? В Сингапуре нельзя жевать жевательную резинку. Этот запрет был принят в 1992 году. Началось все с того, что кто-то заклеил датчики транспортной государственной системы жвачкой. Система дала сбой, который принес огромные финансовые потери государству. Запрет на жвачку был смягчен в 2004 году. Были разрешены к ввозу отдельные виды жвачки от курения и жвачки, применяющиеся в лечебных целях. Такую жвачку обязательно должен прописать доктор, иначе в аптеке ее не продадут. За продажу жвачки без рецепта аптекари могут посадить в тюрьму и взять штраф в несколько тысяч долларов. Где находится самая узкая улица в мире? Самая узкая улица в мире называется Спрюерхофстрассе и находится в Германии в городе Ротлинген. Ширина ее в самом узком месте всего 31 см, а в самом широком не более 50 см. Улица занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Улица стала туристической достопримечательностью немецкого городка. После прихода известности таблички села названием улицы и ее мирового рекорда были похищены туристами более 20 раз. В результате местные власти закрепили их специальными пломбами вместо обычных винтов. Что является национальным символом Ирландии? Трилистник – символ Ирландии и зарегистрированная торговая марка Республики Ирландия. Представляет собой графическое изображение трехпластинчатого листа белого клевера. Трилистник является известным символом празднования Дня Святого Патрика. Дело в том, что Святой Патрик прибыл из Галлии в Ирландию проповедовать христианство в далеком 432 году. Жители острова в то время долго не могли вникнуть в суть того, что он им говорил, и просили изъясняться попроще. Тогда Святой Патрик решил объяснить таинство Святой Троицы на примере клевера. Он взял в руки трилистник и сказал, что то, как сочетаются в одном листике три лепестка, так и Бог может сочетать в себе три сущности, оставаясь при этом единым. Объяснение проповедника ирландцам понравилось настолько, что впоследствии клевер стал главным национальным символом этого народа. В какой из стран можно заключить брак с мертвым человеком? Франция является страной, в которой живой человек вполне законно может заключить брак со своей погибшей второй половинкой. Такой брачный союз называется посмертный брак. Согласно Гражданскому кодексу, президент республики при наличии серьезных причин может разрешить регистрацию брака, когда один из будущих супругов мертв. Единственное условие – нужно доказать, что пара действительно намеревалась выйти замуж. С 1960 года, когда приняли закон, и до наших дней состоялось более 1500 регистраций. Что интересно, 95% заявок поступило от женщин.
Какой вопрос из этого теста показался вам наиболее сложным? Делитесь в комментариях, а также пишите, на какую тему сделать следующий тест.